А чья это машина, не подскажешь? Это замечательного человека. Секрет. Ну, понятное дело, что подбежать, там мантию снять, там быстро зафотографировать, там можно какие-то секретики-то увидеть. Вот этот автомобиль пуля. Почему? Потому что он стоковый. Просто сейчас взять и про него рассказать, это сказать, что все пи***цы, кто его собирали. Мы решили построить 3000 плюс. Хорош. Да, быстренький, быстренький. Внимание к деталям выше, чем у Пагани. Пагани отдыхает. Алло, да. Ким Чен Ын, да, слушаю. Нет, не могу, я сейчас занят. Я тебе перезвоню. Все, давай, пока. Ребят, всем привет. С вами я, Брюс Ли. Этим летом фестивалю Unlim 500+ будет 10 лет, юбилей. И до этого обычно все это происходило в секретном режиме. То есть вы просто узнавали, что дата Unlim такая-то, он проходит там-то, покупали билеты, либо готовились к трансляции, закупаясь попкорном и смотрели. Но дело в том, что сам Unlim это всего лишь 2 дня, выходные, и все, он прошел. Другое дело, сколько занимает подготовка к нему. У организаторов это несколько месяцев, а у гоночных команд и проектов, готовящихся к Unlim, это могут быть даже целые года. Поэтому мы решили показать закулисье Unlim, сколько сил, времени и труда уходит у организаторов и участников, чтобы фестиваль скорости Unlim 500+ состоялся. Мы начинаем новую серию видео под названием «Дорога к Unlim». И сегодня, как вы, наверное, догадались по окружающей нас обстановке, мы находимся в гостях у одной из самых крутых тюнинг-компаний в России – у Гоши Турботек. Привет, Гош. Привет. Расскажи, какие у вас проекты готовятся к Unlim, ну и вообще к предстоящему сезону. Сейчас я все расскажу, но перед этим хотел бы сказать, почему мы снимаем с мойки. Да, хорошо начало. Здесь начало то, как автомобиль попадает в ГТТ. Попадает он через мойку. Я думаю, что небольшой такой экскурс можно начать с этого автомобиля, достаточно интересный. Это, кстати, хозяин данного автомобиля неоднократно присутствовал на Unlim. И это тот один редкий случай, когда стандартный ГТР долгое время ездил на Unlim, и все удивлялись, ну почему у тебя даже выхлоп не стоит и так далее. Это моя история тоже. В общем, началось все с выхлопа, теперь мы можем видеть на нем карбоновые тормоза. Скажу так, данный автомобиль будет очень мощным, на нем будет стоять кит ТМС Альфа 12+, но при всем при этом у нас задача сохранить городскую возможность эксплуатации данного авто. Этот автомобиль когда-то был автомобилем легендой. Если ты помнишь видео, где человек едет со скоростью 300 км в час, у него взрывается правое колесо. Да, прекрасно помню. Прекрасно знаю, кто автомобиль. это. Да, в общем, вопрос в чем? Значит, поступила задача на данный автомобиль полностью привести в чувство перед сезоном, но при всем при этом улучшить его характеристики, сделать его таким неким подобием шоу-кара, помимо того, что он должен носиться очень быстро. И было решено установить туда пневмоподвеску. Как бы это глупо ни звучало, на самом деле очень интересная система на данном автомобиле стоит. Вот установили мы компрессоры. Почему мы их поставили сюда? Да, это компрессоры для пневмо. Да, во-первых, они полностью гидроизолированы. Во-вторых, в этой части GTR нету огромного скопления пыли, грязи и всего остального, потому что он снизу весь в защитах, и это под бампером. Был установлен коллектор, интеркулер, там, пайпы, то есть там работа над мелочами. По мелочам реально и собирается общая картина. Очень вот, пройдем сейчас в основной зал. Ну что, Гош, у вас в другой зал зашли, рассказывай, тут очень много машин интересных. Да, здесь очень много машин интересных. Этот автомобиль будет
по мощности порядка 1000-1200 лошадиных сил. Предназначена опять-таки для городского использования, но в городе эта мощность не используется. Там есть замечательная возможность переключать режимы мощности. Можно там использовать 600 сил, 700 сил там, и так далее. То есть можно же не давить, в конце концов, тапку постоянно. Это вообще одна из моих любимец, так называемых. Ты посмотри, вот он прям, этот автомобиль лежит. Да, за счет пневмоподвески. Да, за счет пневмоподвески, но он также под капотом очень все красиво. Вот. Посмотреть. Вот так это выглядит. Обратите внимание, как все аккуратно сделано. Да, он ездил весь прошлый сезон, он к нам вернулся. Сейчас там есть пару шланчиков, которые я хочу поправить и так далее. То есть так. А что за кит там? Здесь Альфа 12. 12. Да. Если вы не догадываетесь, цифра в конце Альфы, это примерно сколько сил, только добавьте пару нулей. Да. Этот автомобиль готов, просто ждет теплых денечков. Это R8, да. Если что, второе поколение. Здесь 725 колесных. Окей. Это порядка там 800 с чем-то моторных. Ну, да. 0-100 не помню точно, а 100-200 он едет то ли 4.3, то ли 4.5. Хорош. Да. Быстренько. Проект называется Гюрза, такая змеюка. Окей. Он ждет установки турбокита. Сколько? Но, что самое интересное, здесь турбокит будет с стандартным блоком управления двигателя. 900 сил у нас таргет. 900 сил. Да. Очень интересный автомобиль. Он с потенциалом до практически, можно сказать, 2000 лошадиных сил, если довести двигатель и коробку в соответствии с остальными всеми компонентами. То есть турбокит, система охлаждения, блок управления двигателем, топливная система, все-все-все. На всех этих компонентах, если сделать мотор и коробку, мы выжимали 1600 колесных лошадиных сил. В Анлиме участвуют автомобили разных классов. Не думайте, что там только 1500-сильные машины. Есть, например, класс, куда допускаются автомобили с уровнем доработок не выше Stage 2. И вот очень яркий пример. Что это за машина? Этот автомобиль Ferrari. В общем, 488, он изначально с двумя турбокомпрессорами, развивает мощность в стандартном исполнении 670 лошадиных сил. Данный автомобиль снабдили спортивными катализаторами, выхлопной системой и принастроили блок управления двигателем. Итого 800 моторных сил. 800 моторных. Стоковая Ferrari в идеальных условиях едет с ланча 5.4, 100-200. Она ездила, когда она не была на спорткатах. Она проехала 10 секунд, кстати, квотер. 10 секунд квотер. На заднем приводе. На заднем приводе. Да. А 100-200 у него было 4.7. 4.7. Да. Ну, вот сейчас я думаю, будет 4.5. 4.5. Минус секунда. Очень интересный двигатель, он невидимый, да? Да. Давайте так. Вот здесь два автомобиля. Это наши два быстрейших Уракана, да. Те самые, которые вы видели. На данный момент, реально, которые имеют статистику по всяким там соревнованиям. На данный момент эти два автомобиля быстрейшие. Здесь там будет 2000 плюс, здесь 2500 плюс. У вас меньше 1000, это оскорбление, да? Этот автомобиль проехал 1/2 мили со скоростью 320 км в час. Это полуфиналист прошлого Анлима, да. если что. Параллельными курсами идут автомобили по трассе сейчас. И кто же окажется впереди? ГТР пока впереди. Ну и ГТР одерживает победу. Вот это да, друзья мои. Что самое интересное, вы насколько помните, он какой был очень быстрый, надежный и показывал стабильность. Да. Причем по, я не знаю, заездов 30 что ли сделал. И там все примерно там плюс-минус там одинаковые. И вот если посмотреть, реально, здесь вот кто не верил, здесь 30-е турбины. Вот, смотрите. Ну, то есть, надо, конечно, там покопаться, но общий размер, пожалуйста, приезжайте мерить. То есть, это реально 30-е турбины. А сейчас он будет проходить процедуру апгрейда, и будет там установлен, будут туда 35-е турбины. Окей, сколько было, сколько станет? 1100 колесных сил на нем было, планируем 1300. Колесных, не моторных, да. Обратите внимание. Сейчас про этот автомобиль мы его чуть-чуть
Вернемся к нему. Пройдем так, погладив, и вернемся, потому что есть что рассказать. Кстати, этот автомобиль неоднократно участвовал на соревнованиях и по дрэг-рейсингу, и на чемпионате, кстати, России, и на Анлиме он был и так далее. Вот, он поменял хозяина, но при всем при этом новый хозяин попросил поставить ему занижение. Ну да, видно, он на пол. Затонировал. Y. Ну, это 911 Turbo S Да, МК2, если да, что, да. рестайлинг. И, соответственно, подправить мощность под условия того, что автомобиль сменил место дислокации. Он уехал в очень теплый регион, где температура в среднем на 15 градусов выше, чем в центральном регионе России. А тем более это Porsche. А тем более это Porsche. Но Да. и нами было решено, что надо мощность чуть подубавить. Ну понятно, потому что температурный режим другой совсем работает. Да, ну там на самом деле порядка 20-30 сил всего лишь. Это упала? по формуле там было высчитано как-то нашими инженерами. Магия. И что самое главное, он сделал то, что первого хозяина я очень сильно постоянно там за это подкалывал. Это он убрал щетку, стеклоочиститель. Здесь щетка. Да, вес, который хозяин автомобиля планировал сэкономить на За счет панораме. панорамы. Да, он, как сказать, практически добавил веса вот этого механизма. Поэтому я думаю, что разница там где-то там 15-18 килограмм на панораме. Могу ошибаться, простят меня паршоводы. Наверное, в половину съел вот этот вот механизм щеток. Да. Ладно, Гош, все это очень интересно, но давай вернемся к главной героине сегодняшнего выпуска, к вот этой машине. Здрасте. А что Я делаешь? все-таки хочу поехать. В общем, Саша, обладатель многих автомобилей Lamborghini, фанат этой марки. Во многом любовь к этим автомобилям и к этой марке, можно сказать, он привил мне. Поэтому началось все с чего? Гоша, Huracan. Мне городской вариант периодически ездить там с ребятами покататься. Сил так на, ну, плюс-минус там 1,5-2, потому что тенденции сейчас такие, я так как бы и на 1000 бы поездил, ну, как бы и 700 даже, да и столько хватило. Зная, как Саня ездит, я, наверное, бы отказал из гуманных соображений. Но все-таки поближе его узнав, так скажем, зная, что человек с умом подойдет к данному автомобилю, мы решили построить 3000 плюс. Да, здесь более 3000 сил будет в этом Huracan. Ну, давай, что это за автомобиль? Это Huracan изначально, в котором планируется на максимальных режимах выжимать более 3000 сил. Да? Давай так, смотри, мы все делаем для того, чтобы там было запаса сильно больше, чем 2000 и 2500 сил. Окей. То есть мы приближаем все эти отметки не просто к 3, а мы делаем еще определенным запасом. К сожалению, просчитать точный запас по всем узлам и агрегатов не всегда представляется возможным. Допустим, запас по топливной системе, если мы используем бензин, то данный автомобиль может похвастаться 4 высокопроизводительными топливными насосами, каждый который может потянуть 1000 лошадиных сил. У нас конкурс есть, кстати. Так. Прерываемся. Тот, кто точно угадает, сколько литров могут прогонять 4 насоса в этом Huracan, получит следующий приз. На предстоящем Анлиме он, во-первых, сможет приехать сам, пригласить еще 3 друзей, то есть получит 4 билета, и мы прокатим его, именно победителя, на одном из автомобилей участников. Так что угадывайте, пишите в комментариях, кто будет прав первым, тот поедет на Анлим. Так, возвращаемся. Мы, наверное, от компании ГТТ маечку добавим. Да, и маечку от ГТТ. Да, потому что после того, как вы прокатитесь на Анлиме, свежая маечка, я думаю, понадобится. Наверное, в супер подробности вдаваться мы не будем, потому что есть определенная доля секретности. Окей. Поэтому, например, если вот сейчас это такая небольшая шуточка была по поводу того, что ночью этот автомобиль там крутит Саша, да. то очень часто, очень многие узлы и агрегаты делаются именно в то время, когда отсутствует часть сотрудников. Да. Настолько Поэтому, секретность. да, многие вещи и так далее, они скрыты от посторонних глаз, и очень часто этот автомобиль под такой черной мантией прикрытый. Наверное, я предоставлю слово Саше, чтобы он рассказал В общих штрихах. в общих штрихах, да, про этот автомобиль.
Так будет, я считаю, правильнее. Пока Гоша прям перед нами доделает машину, но что-то не получается. Саш, расскажи про проект свой. Не свой, а ваш. Но, наверное, изначально надо сказать о том, что во всем виноват Анлим. Потому что этот автомобиль понадобился после того, когда первый раз, приехав на Анлим, я оттуда вернулся с кубком за второе место. Да, обидно. И это породило, что надо обязательно добраться выше. Потом, когда мы с Гошей решили строить эту машину, она изначально задумывалась как дорожная машина, но просто очень мощная. Но когда проект трансформировался уже совсем в историю гоночную и для установки рекордов, она получила все инструменты для безопасности в виде каркаса безопасности, в виде систем пожаротушения, специального сиденья, хансы, ну, в общем, все эти нюансы, которые нужны для драга. Машина будет использоваться исключительно на соревнованиях, как вот Анлим, которые соблюдают все правила международных там автофедераций и всего, то есть гоночного режима для безопасности. Но очень интересный факт, что при этом мы не ушли от изначальной идеологии, что машина должна все-таки оставаться, ну, таким называемым стритовым классом. Мы не могли установить сюда, но она просто физически не влезала, секвентальная коробка. Она больше, из-за этого пришлось вот единственную часть, которую переварить. Так она вот так идет закруглая, но из-за того, что не влезала, переварили. Очень долго, очень серьезно прорабатывали вопрос вот этих креплений, потому что нельзя просто так взять ее и прикрепить. И для понимания, это варилось почти 2 месяца, потому что это нужно искусственное состаривание там сварки. Дальше из интересных решений, понятно, что там, ну, усиленный мотор на ковке, на гильзах, на всем, то есть который специально должен там держать огромные силы. Здесь полностью изготовленные там нашей компанией фрезерованные впускные коллектора, потому что, ну, они должны выдерживать огромные усилия на себе. Что это за ведра здесь стоят гигантские? Ну, это самые большие турбины Precision, которые есть в автомобиле. Полностью поменена проводка. То есть, да, во-первых, здесь стоит даже не один, а несколько новых мозгов. То есть это не один блок. Индивидуально сделана компания, вот эти шильдики. Это макет. Вся проводка реализована по технологии Милспек, то есть все делаем сами. Очень долго мучились с каркасом безопасности, потому что была задача сохранить салон, торпеда. Больше того, в этой машине все рабочее, то есть там работает печка, кондиционер, музыка, все. То есть это вот городской автомобиль, как и есть, просто с каркасом безопасности. Причем homologированный и по спецификации FIA, и по американской NHRA. Все сертификаты к этому есть. Единственная стала проблема в связи там с моей конституцией тела, то есть мне реально крайне тяжело туда залазить. И мы сейчас это испытывали, когда установили спортивное сиденье ковш. Было принято решение еще потратить денег и сделать все-таки, не оставить не родной руль, а быстросъемный. Мы же все понимаем, что у драга есть 2 дисциплины. Первая – это классическая 402 метра, потому что эта машина поедет еще в чемпионате РДРЦ, SMP Racing, который проводится. И она поедет, соответственно, на различных фестивалях скорости, как Анлим, обязательно какие-то европейские. Вот. Что для этого сделано? То есть понятно, что на такой мощности, даже на клею, зацепиться на обычных стандартных колесах практически невозможно. Нереально. Поэтому мы смотрите сюда. Заказали и приобрели вот такие вот колеса. Мало того, здесь поменена полностью, изменена кастомная подвеска, конкретно разработанная под эту машину на регулировке, там специальные отбои сжатия, убраны стандартные тормоза карбоновые от Lamborghini, поставлены маленькие, ну так называемые в драге велосипедные тормозилки, для того, чтобы можно было поставить маленькие вот эти вот диски, на которые одевается, ну, в простонародье хусера. Например, вот эти колеса, они будут использоваться исключительно для драговой дистанции 400 метров, потому что сначала машину будем учить ездить. Вот, например, как сейчас к сезону все готовятся, ребята ездят в Америку, там, привет, кстати, кто там сегодня установил рекорд. Дмитрий Самаруков. Поздравляем его. Вот. Потому что 5,994, если я не ошибаюсь, да, все верно. Очень, ну, фантастический результат, первый в России.
Вот, поэтому сначала будем ее учить ездить на 402 метра, но я абсолютно уверен, что мы успеем подготовить ее к Анлиму и ехать на 800 метров. На эту дистанцию уже будут стоять обычные тормоза и большие колеса, чтобы развивать максимальную скорость, потому что на таких колесах нельзя ездить. Какая у нас на таких... максимальная скорость в теории на 800 метров? Есть расчет на максимальной мощности, на максимальной реализации старта и всего. То есть, если я не ошибаюсь, глубоко за 400 км в час, очень глубоко. Текущий рекорд, по-моему, 418 км в час. То есть, вот у нас задача прям сильно его перепрыгнуть. У нее будут, естественно, парашюты. Мы же все понимаем, что парашюты задача не только тормозить, а еще и выравнивать машину в случае неуправляемости, заноса, что-то. При этом у нас система позволяет ребятам из бокса спасти меня, нажать кнопочку и выбросить парашют дистанционно. Но надо расти, надо приходить в автоспорт. Для этого есть наверное, один из самых крутейших в нашей стране входных билетов, это как раз Анлим. Сам через него проходил. Нет, действительно, это такой фестиваль, который еще не является прям профессиональным чемпионатом гоночным или еще что-то, но это такой кайф, где ты получаешь удовольствие, атмосфера, общение, друзья, и все это уже прививается все равно в какие-то рамки, загоняется официального и прочего мероприятия. Очень много времени уделяется безопасности, но я, наверное, об этом сниму отдельное видео, как Анлим готовится изнутри. Да. Огромное спасибо вам, ребят. Очень интересный проект. Удачи вам. Я надеюсь, мы его увидим скоро. Будем еще показывать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.